Позвольте представить нашего гостя Станислава Циперсона, вице-президента Synergy One Lending Company. Стас, Привет, Марина, привет всем, очень приятно. А можно я немножечко про тебя расскажу, что мне тут удалось узнать? Да, пожалуйста. Вообще. Во-первых, скажу, что Synergy One Lending — это самая крупная и надежная компания в штате Огайо, которая работает на рынке США, правда, кроме Нью-Йорка, как ты мне говорил, Да. так? То, что я вообще хотела про вас конкретно рассказать. Когда наша команда искала надежных лендеров, которые бы могли предоставлять средства для покупки жилья, мне очень важно было найти человека и компанию вообще в целом, которой можно было бы доверять. Клиенты благодарны за качество вашей работы, партнеры доверяют вам из-за вашего профессионализма, а конкуренты вас уважают. Вот так вот я резюмировала все мои исследования насчет вашей компании. Очень приятно это слышать. Над этим стремимся именно быть именно такими. Супер. И вы, насколько я поняла, уже больше 20 лет, правильно? 30 лет. Нет. В Америке 33 года, в бизнесе 22 год. По предоставлению? Да. Здорово. Ну окей. Итак, давайте тогда приступим непосредственно к осуществлению мечты всех наших украинцев по приобретению жилья здесь, в США. Для многих это вообще острый вопрос, потому как теперь back to Ukraine, у некоторых людей, к сожалению, не осталось жилья, и поэтому здесь для нас это особенно важно, чтобы укорениться, начать свой путь здесь и построить свое гнездышко, свить это гнездышко в этой стране, в Америке. Поэтому мой первый вопрос: как выглядит процесс покупки жилья и вообще отличается ли покупка дома от квартиры? Значит, процесс, в принципе, нетрудный. Есть несколько вещей, которые обязательны для покупки недвижимости. Есть кредитная история, есть доходы, есть первый взнос. Это три самые важные вещи, на которые каждый банк смотрит, и вокруг этого строятся разные программы. Значит, есть программы без первого взноса, есть бенефиты, которые помогают от штата или от федерального, от государства, которые помогают с первым взносом. Есть 3% первый взнос, 3,5% первый взнос. Можно финансировать и квартиру, и дом. Чаще всего, когда покупается квартира, идет дополнительный процесс проверки этой квартиры, этого ассоциации. Да? И чаще всего получается, что нужно принести больше первый взнос, так как не все ассоциации проходят более низкий процент первого взноса. Очень часто нужно делать минимум 10%, а не 3 или 5%. Подожди, о каких ассоциациях мы сейчас говорим? Значит, каждая квартира, кондоминиум, да, квартира это будет кондоминиум. В каждом здании, комьюнити есть ассоциация, которая поддерживает. Да, HOA. Homeowners Association. Они поддерживают, у них есть, они платят за страховку, за поддержку этих зданий, все, что снаружи вашей квартиры. У них есть определенные затраты, которые они ведут. Значит, это проверяется, вся бухгалтерия этих ассоциаций проверяется Fannie Mae, Freddie Mac, банками, чтобы быть уверенным в том, что они не станут банкротами, да, и что они ведут все правильно, что у них все правильные страховки, потому что это более завышенный риск. Потому что когда мы финансируем квартиру, мы берем более высокий риск, потому что она находится в каком-то здании, она окружена другими квартирами, и мы не контролируем то, что эти люди делают вокруг этой квартиры. Когда мы финансируем дом, то это ваш дом, вы в нем живете, мы знаем, что вы в нем живете. Даже если мы финансируем двухсемейный дом, это считается более высокий риск, потому что никто не знает, что вторая семья будет делать. Да? Поэтому банки на все смотрят со стороны риска, и они будут смотреть и обсуждать, когда вам будут давать какую-то процентную ставку, она нестандартная. Это не то, что там все приходят в банк и получают одну и ту же ставку. Она зависит от много факторов от этого. Какой кредитный скор? Как скор по-русски? Счет, номер, как?
Балл, кредитный балл, да. Кредитная оценка. Мгм. Ваши доходы, да, это идет расчет между того количества денег, которые вы приносите, и какие у вас уходят затраты на дом, машины и все остальное. Мгм. Доход это тоже имеет большую роль, да, потому что и очень много иммигрантов работают сами на себя и хотят списать по максимуму налог, чтобы не платить налоги, свои затраты Да, в своих бизнесах. Мы смотрим не на грязный доход, мы смотрим на доход, на который оплачиваются налоги. Да? Мгм. Поэтому очень часто нужно обязательно встретиться с нами и обсудить план действий, что мы там хотим купить дом на следующий год или через 2 года, и мы тогда уже скажем, окей, тогда вам не нужно списывать это и это, чтобы вы могли квалифицироваться. Мгм. Ух ты, окей. Так, хорошо, там было упомянуто по поводу кредит-скора. Что делать людям, если у них еще не построена кредитная история? Возможно ли при этих обстоятельствах приобретать жилье? Есть определенные программы, которые могут финансировать, но нужно доказать оплату рента, какое-то жилье, что вы платите свое жилье минимум 12 месяцев. То есть все Если равно... вы живете в квартире, если у вас нет кредитной истории, но вы живете в квартире, Мгм. и вы платите за эту квартиру или дом или что-либо, Мгм. вы платите чеком или в электронном виде, не платите кэш, окей? Налом ни за что не платите. Мгм. Если вы хотите покупать недвижимость в этой стране, перестаньте пользоваться налом. Начинайте доверять банкам американским, у них все деньги ваши застрахованные, Мгм. окей? И все проверяется, все передвижение денег проверяется банками, когда мы делаем финансирование на покупку дома. Я еще слышала один очень важный момент, что надо, если вдруг вы каким-то образом положили крупную сумму денег себе на счет для того, чтобы в дальнейшем произвести покупку жилья, то они будут все равно интересоваться, откуда вы эти деньги взяли, и это должен быть Правильно. официальный источник. Либо это вы заработали, либо как еще считать? Но смотрите, опять же, если вы берете большое количество нала и ложите на свой счет, то это вы не можете никак объяснить, откуда он пришел, потому что нал, он непроверяемый. Мгм. Вам любой человек мог принести пакет денег, вы можете рассказывать, что вы их заработали или там вам вернули кто-то, поэтому если вы зарабатываете деньги, то вы получаете чек, который мы можем проверить, что вы положили себе на счет, либо вам переводят деньги в электронном виде, вы, может быть, не знаю, может у вас есть деньги за рубежом, вы хотите перевести эти деньги себе, то есть мы можем это проверить, это в электронном виде переводится, мы можем это все увидеть. То есть, если, грубо говоря, там лежало на депозитном счете, например, Да. и их перевели сюда, это Да. будет считаться нормально. Да, но есть тоже другие варианты, когда, скажем, вы можете, если вам родственники хотят вернуть деньги какие-то, то вы можете просто сказать, не возвращайте мне эти деньги налом, мы сделаем это в электронном формате, и они просто переведут эти деньги на счет, не нам на счет, а во время процесса покупки дома есть компания, Title компания, которая закрывает эту сделку, это третье лицо, и эти деньги переводятся напрямую им. И мы тогда уже это перепроверяем, откуда деньги поступили, они могут пройти просто через счет родственников или знакомых. Но там тоже их все равно, получается, будут проверять, правильно? Нет, их проверять не будут проверять только ваш, если только вы себе на счет ложите нал. Вопрос. Если человек здесь проживает недавно, то есть мы все здесь максимум в стране, 2,5 года, это прям максимум-максимум. Есть ли какой-то порог временной в том плане, что необходимо... Все зависит от того, если есть кредитная история установлена. И у нас есть много вариантов с помощью установления кредитной истории. Да, это не так трудно сделать. Можно купить предоплаченные кредитные карточки какие-то. Есть варианты, чтобы установить кредитную историю. И на секундочку, я вам вот здесь вот туда прикреплю это видео, ссылочку. Вот тут будет ссылочка, вот тут будет видео по построению кредитной истории. Пусть туда идут, там все очень подробно рассказано. И второе, от чего будет зависеть, это как человек зарабатывает деньги. Если вы приехали в эту страну, вот у меня есть очень часто клиенты, вот
они даже могли работать на американскую компанию на Украине, переехать сюда и начать работать в этой же компании здесь. Или вы приехали сюда, вы могли были там, я не знаю, быть инженером, там, ну я не знаю кем, да. Вы работали в другой стране, вы приехали сюда, вы устроились в компанию, как Philips или что-нибудь другое, компания, которая именно платит вам чеки и вытаскивает налоги, да, W2, не self-employed, да, да. И если у вас подходит кредитная история, у вас есть первый взнос, нам нужно только перепроверить рабочую историю. Поэтому если компания, на которую вы работали, там может нам официально написать письмо, что вы работали в этой компании там, последние 2, 3, 4 года, то вы можете находиться здесь 90 дней и получать зарплату, и мы можем уже делать вам финансирование. Давай резюмируем. То есть по W2, если здесь люди работают хотя бы 3 месяца и имеют заработки, официально могут доказать там какую-нибудь от компании, на которой они работали. Даже не заработки, да? А просто ксиву от компании, подтверждающие, что они работали на Украине, этого хватает. В течение 2 лет. Да. Значит, 2 плюс 3. Окей. Да. И эта зарплата должна быть гарантированной зарплатой. Если это часовая оплата, и эти часы меняются, от этого может зависеть тоже. Если гарантированный 36, 38, 40 часов, то мы можем это пользоваться. Но если человек работает 20 часов одну неделю, 40 часов вторую неделю, 30 часов третью неделю, мы не можем пользоваться этот доход как минимум 12 месяцев. Потому что мы не можем определить, сколько этот человек зарабатывает, потому что он все время будете меняется. считать среднеарифметическое, да. Понятно. А если они получают зарплату, salary, да, или они гарантированно минимум full-time 36 часов, то мы можем пользоваться вот эти, если они показывают нам, что они работают именно это количество. Овертайм пользоваться мы не можем, как минимум должно пройти 12 месяцев. Окей, а если человек работает по 1099, значит, как самозанятый? Значит, он должен быть здесь, он должен сделать доходы как минимум за 2 года. За 2? За 2. Окей. Конечно, существуют программы, которые вообще не проверяют никакого дохода, минимальный взнос 25%, это более высокий процент, более высокая стоимость получить эту ипотеку, но вы можете, не работая или находясь здесь меньше 2 лет, приобрести недвижимость по этой программе. Так, а вообще, то есть я правильно понимаю, грубо говоря, человек может прийти с $0 и купить себе дом? Если они квалифицируются по кредитной истории и своим доходам, то есть программы и штатовые, и федеральные, которые помогают с первым взносом. Но при этом, как ты сказал, процент будет повыше. Процент чуть-чуть повыше. Все, как всегда, все идет по рисковым факторам. Чем выше риск, тем выше процент и стоимость этой ипотеки. О, у меня есть, кстати, на этот счет вопрос. Я знаю про такую штуку, как рефинансирование. Если, допустим, они изначально взяли вот под такой рискованный процент, под высший процент и с множеством рисков, могут ли они потом, в дальнейшем, переделать его на более адекватном, уже когда у них будет классная история, накопленные какие-то средства, еще что-то? Да, они могут после 6 месяцев, они могут в любой момент, если они квалифицируются на более лучшую программу, они могут всегда перефинансировать, могут перефинансировать в более низкое количество времени, там с 30 на 15 лет, они могут перефинансировать на более низкий процент, они могут принести больше денег во время перефинансирования, чтобы занизить сумму, которую они должны. И в нашей компании мы даем большую скидку, мы убираем lender fee, который мы берем на изначальные покупки, мы его убираем на перефинансирование. Классно. А сколько может стоить такое перефинансирование? Оно вообще выгодно в финансовом Знаете, плане? все зависит, это в процентном отношении, все зависит от того, какую сумму люди перефинансируют. Да? Если они перефинансируют, скажем, 250 тысяч в среднем, да, то это стоит там 3-4 тысячи долларов, это финансируется в ипотеку. Мы перефинансируем, вытаскиваем, просто завышаем ипотеку,
На эти 4 на тысячи. эти деньги, да, это финансирование, и из кармана вы ничего не платите. Но если они перефинансируют, скажем, там 500-600 тысяч, то эта сумма поднимается только потому, что вся стоимость всего остального, то, что должно идти в этот процесс, оно завышается в процентном отношении. Окей, ну я так понимаю, что оно все равно будет выгодно, потому что если, допустим, даже перефинансировать на те же 30 лет, но уже с гораздо меньшим процентом, это явно будет больше, чем $4000. Есть формула, которую мы берем, подсчитываем, и мы не можем закрыть ипотеку, если она не имеет смысла делать. Просто взять и перефинансировать человека, снять его деньги, и чтобы они не получили от этого выгоду. Я за это вас люблю, ребят, честно. Потому что вы всегда все взвешиваете и даете людям понять, что тут действительно вот не стоит идти вот этим направлением, давайте вот этим пойдем. Это очень, на самом деле, играет большую роль. Хорошо, какие необходимы документы, какие шаги необходимо предпринять, вот прям А, Б, С. Еще раз. W2 или заработки? Ну, все зависит, да, от того... Заработки, кредитная история, паспорт. Ну, мы должны будем проверить легальный статус, если есть какие-то визы, если есть право на работу. Все эти документы нужно будет предоставить. И ну, мы должны будем взять ваше инфо, заполнить, либо вы можете заполнить по интернету у нас, либо мы можем взять по телефону и проверить кредитную историю. Ты упоминал про то, что если человек понимает, что сейчас, допустим, он не в состоянии приобрести жилье, то есть какой-то путь, что-то, что он может для этого сделать. Да. Может в 2 словах объяснить? Обязательно. Значит, когда мы проверим вашу анкету, мы увидим, где вы находитесь как клиент, и мы можем с вами встретиться и объяснить вам, как бы дать план действий для того, чтобы вы были готовы на следующий год приобрести недвижимость. На следующий год уже можно будет. Ну, я думаю, все зависит от, опять же, я не знаю, у всех разная картина. Может быть год, может быть 2. Но вы должны как бы понимать, потому что то, что нужно нам, и то, что рекомендуют такс-планеры, да, люди, которые делают налоги, это 2 разные вещи. Да. Они пытаются сэкономить по максимуму вам деньги, чтобы вы получили, да? А мы должны объяснить вам, что если вы будете, что вам нельзя, вы должны сделать определенные шаги для того, чтобы купить эту недвижимость, да, поэтому очень часто происходит, люди идут, заполняют свои налоги, потом приходят к нам, мы на них смотрим, и там просто все списано, они там показывают $5000 заработков и говорят, как, я заработал 200 тысяч, ну, вы списали 195, поэтому мы не можем пользоваться эти доходы. Но есть определенные вещи, которые вы можете списывать на своих налогах, которые мы прибавляем обратно. Это, например? Мили на машине. Ага. Если вы списываете свою какие-то depreciation, если у вас есть какие-то... Я потом перевод этого слова здесь выпущу. Depreciation. Скажем, у вас есть каток, да, вы работаете вы делаете, знаете, драйвей, да, вы купили себе каток. Вы можете легально списывать стоимость этого катка, скажем, он стоит $100 тысяч. Вы каждый год можете списывать там 10, 15, 20 тысяч долларов. Это на ваших доходах становится минусом. Мы прибавляем эту сумму обратно. Мы не считаем это как потеря денег, потому что вы просто списываете стоимость катка, да, поэтому есть определенные вещи, которые мы можем прибавлять обратно, определенные вещи, которые мы не можем. Поэтому мы работаем, в принципе, почти со всеми tax-аккаунтантами в городе, да, East, West Side, мы всех знаем, мы можем соединиться и сказать, окей, нам нужно, чтобы это было так, так и так, что когда вы работаете на себя, вы легально можете заплатить больше налогов. Вам не обязательно все списывать. Вы можете показать больше. Государство будет очень счастливо получить от вас деньги, чтобы вы могли квалифицироваться на покупку дома. Так
это очень интересно. Я вообще обожаю эту страну в этом плане, потому что можно делать все легально, что вам хочется, и это, ну, облегчает жизнь во многих моментах. И еще мне, правда, очень понравилось, мы об этом говорили со Стасом на наших предыдущих встречах, предварительных встречах. И я благодарна ему за то, что он понимает всю ответственность. Я объясню, ребят. Часто, когда наши люди приходят к кому-то, там их делают оценку их доходов и так далее, их стараются там максимально завысить, и поэтому наши думают: о, я себе могу позволить с моей зарплатой там дом за 300 тысяч долларов. А потом выходит так, что он просто физически побороть эту сумму не сможет, включая все его текущие расходы и так далее. Вот еще раз говорю о том, что это по отзывам людей. Это не только мое суждение, это по отзывам людей, что когда приходят и обращаются к Стасу, они проверяют, смотрят и говорят, адекватно называют сумму и адекватно предоставляют вам то, что вы на ту сумму, на которую вы реально можете рассчитывать, не уходя при этом в минусы, в долги и так далее. Потому что это невыгодно ни им, ни вам, естественно, никому. Но это адекватные, так сказать, компания и люди, потому что другие есть по-другому работают. Вы знаете, мы стараемся строить отношения с каждой семьей, с кем мы работаем, потому что я иммигрант, просто уже много лет здесь. Люди будут продолжать покупать, продавать недвижимость, будут привозить свою семью, у них есть родственники. Мы хотим быть финансистом для каждой семьи, с кем мы работаем, и с их родственниками, и с их друзьями, поэтому репутация — это самое главное, и ни в коем случае мы не хотим никого ставить в неловкое положение, что они купят недвижимость, потом будут мучиться, не знать, как, я не знаю, они не спланировали, что у них там газ будет стоить столько, электрика будет стоить столько, и все остальное. Потом мы делаем план, объясняем, как это все выглядит, на что люди могут рассчитывать. И из этого понимания мы уже делаем pre-approval, как бы то, что вы должны получить перед тем, как вы можете ездить и смотреть на дома. В связи с тем, что мы разрабатываем активно всю эту программу для украинцев с покупкой жилья, я знаю, что вы для нас согласились сделать для наших украинцев конкретно, так и назовем, промокод MD & Co, Марина Диденко & Company. Вот тут вот он будет где-нибудь вам вот тут вот сиять большими буквами. Расскажи, пожалуйста, что они за это получат. Мы будем делать $500 скидку, и как бы все наши сервисы, консультации, все оно бесплатное до того момента, как вы найдете недвижимость, которую вы покупаете. И очень часто риэлторы, которые будут помогать, они могут договориться с продавцами, чтобы они оплатили стоимость наших сервисов. Вообще огонь. И я также знаю, что вы специально для моих людей наняли специалиста, который говорит украинским языком. Да. Хочешь, может, я познакомим Олю? Ну, заходи к нам, да, на секундочку. Доброго дня, мене звати Оля Гейс. Я в Америці вже 11 років. І я пам'ятаю, коли я купляла свій перший будинок, це навіть додати те, що я розмовляю англійською мовою досить добре. Для мене це було дуже стресово, я багато чого не розуміла. Тут дуже багато є таких нюансів, які абсолютно навіть їх немає в Україні. І ми не розуміємо, як це все відбувається, тому Synergy One запропонувала мені роботу, щоб я могла допомогти всім українцям, щоб їх здійснилась їхня мрія, і вони відчули, настільки Америка є прекрасна країна і країна великих можливостей. І я дуже рада, що я є частиною цієї компанії. Дуже дякую вам. Я дуже рада, що я є частиною цієї компанії, тому що мені важливо, щоб люди відчули щастя, живучи тут, бо тому що всіх дуже багато є стресу, це все нове, це все незрозуміле. І я є для того, щоб їм підказати, допомогти і спростити життя. Так, спростити життя, і щоб вони розуміли, що вони не одні тут. Тут є люди, які завжди їм поможуть, і є на кого спиратись. І є на кого спиратись, так. Дякую. Дуже дякую. Я тоже дякую. У меня есть еще один последний вопрос буквально.
Есть так называемый сертификат обучения, да, для получения сертификата First Home Buyers. Можешь пару слов об этом сказать? что это First такое? time home buyer, да? Мгм. Покупатель первого раза. Первый Да. раз я покупаю недвижимость. Мгм. Есть определенные программы, которые существуют, они дают скидку. Давайте мы вернемся к тому, как подсчитывается интерес и стоимость ипотеки. Да? Я говорил о том, что банки смотрят на количество риска, которое они берут, который зависит от кредитной истории, первого взноса, какую недвижимость человек покупает, либо это дом, либо это квартира, либо это дом там, на двоих, на две семьи и так далее. Существуют государственные программы, они как страховки, да, которые для покупателей, первый раз люди, которые покупают недвижимость, государство добавляет страховку и уменьшает риск для банков. Поэтому, если вы проходите и берете специфический курс, который вы можете взять бесплатно по интернету, мы вас можем квалифицировать на эту программу, и вы из-за этого получите более низкий процент, более низкого mortgage insurance, да, потому что если вы делаете меньше, чем 20% первый взнос, вы должны купить страховку на ипотеку, и это все занижается, потому что есть максимальное количество риска, которое государство разрешает банкам подсчитывать, и потом они покрывают все остальное. Окей. Значит, если даже они к вам придут, они тоже этим могут воспользоваться. Да, правильно? Ну, да, то есть мы предлагаем... этот сертификат вы учитываете. Да, мы предлагаем все эти программы, мы всегда будем смотреть самые лучшие, самую подходящую программу для всех наших клиентов, включая First Time Home Buyer, включая Down Payment Assistance, это помощь с первым взносом и все остальное то, что существует. Супер, боже, огромное вам спасибо. Ура! У меня на сегодняшний день все. Спасибо огромное, Стас, за то, что ты уделил время нам всем. Спасибо И я вам. надеюсь, что наши люди смогут приобрести тот самый дом, который они хотят, с наименьшими усилиями, с наименьшим стрессом благодаря вам. С большой скидкой. И с большой скидкой. Это реально большая скидка, ребят. Вы это поймете. Мы многое здесь вам не говорим, потому что это официальное видео. Ну, пожалуйста, просто поймите, придите, вам там все объяснят. Будем это так говорить, хорошо? Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, всего доброго.